Авральное строительство новых фортов и модернизация старых укреплений Брест-Литовской крепости в 1914 году дали положительный результат. К началу августа 1915 года фортификационные сооружения были почти полностью завершены и готовы защитить главный форпост крепости – цитадель. 1 августа 1915 года Брест-Литовская крепость была переведена на осадное положение. Для организации ее защиты был создан Совет обороны во главе с комендантом крепости генералом артиллерии Владимиром Александровичем Лаймингом. В начале августа фронт подошел к крепостным позициям. Старшие офицеры инженерного и артиллерийского управлений и комендант переезжают в этот бетонированный погреб в Кобринском укреплении. В нем был уже оборудован центр управления крепостью. На одном из заседаний Совет обороны признал, при бережном использовании запасов крепости и вооружения она в состоянии держать оборону 8 месяцев. Однако в начале августа 1915 года Ставка Верховного командования русской армии приняла решение о выводе войск из Брест-Литовской крепости. Для сбережения живой силы, орудий и снарядов защищать Брест-Литовск как полевое укрепление и приступить к эвакуации крепости. Каковая эвакуация должна быть закончена в 9-дневный срок. Крепостной совет обороны в спешном порядке разработал план эвакуации, которая началась ранним утром 8 августа. Сразу приступили к разоружению Кобринского и левого фланга Волынского укреплений. Определены пути отступления. Отвод войск через крепость планировалось осуществлять по направлениям на Кобрин и Пружаны. В первую очередь из крепости вывозили орудия и боеприпасы, интендантское имущество и наиболее ценное оборудование. Кроме этого, в задачу крепостных инженеров входило уничтожение фортов, оборонительных казарм и опорных пунктов. Их готовили к подрыву. Для подрывных работ решили применить пироксилин – взрывчатое вещество, не требующее сложного устройства заряда. На крепостном складе обнаружилось всего 2000 пудов пироксилина, но этого было мало. Поэтому его решили использовать для подрыва капониров фортов первой линии обороны, а форты Кобринского и Волынского отделов планировалось уничтожить с помощью черного артиллерийского пороха. Велась активная подготовка к ликвидации мостов. На деревянных настилах устанавливались бочки с нефтью, которую следовало разлить перед поджогом. Нефтью пропитывали паклю, которую прикрепляли к балкам и перилам. С уникальным в Российской империи подвесным Тереспольским мостом возникли определенные сложности, но было найдено простое решение – небольшим количеством пироксилина подорвать цепи, на которых держался мост. Активно велась эвакуация ценного крепостного имущества. В Западном Рюдеите было разобрано телеграфное оборудование. Из офицерских флигелей и госпиталей демонтировали медные ванны. С гарнизонного Свято-Николаевского собора и городских церквей сняли колокола. Все это имущество, а также колючая проволока, станки и машины было отправлено в Бобруйск. С вывозом имущества возникали трудности. Так, для его эвакуации было заказано 600 железнодорожных составов. На станцию Брест-Литовск было подано всего 120. Пришлось испортить и бросить то инженерное оборудование, которое было свезено к железнодорожным платформам. Где-то эти стремительные воды скрывают ценное оборудование хлебопекарного производства. После прекращения работы крепостной мельницы ее техническое оснащение было разобрано, но вывести его не удалось. Двигатели дизеля и динамо-машины, а также бронзовые и медные подшипники и иное оборудование было утоплено в реке. Накануне отступления в топках паровых котлов развели огонь, подожгли склады с зерном и мукой. Они продолжали дымить и после того, как австро-венгерские и немецкие войска вошли в крепость. Кайзеровские военные тут же принялись выносить уцелевшие мешки с провиантом. В последний день эвакуации, покидая крепость, ополченцы подожгли другие крепостные здания и вывели из строя механизмы разводных мостов. От огня пострадали деревянные настилы. Вечером приступили к подрыву фортификационных укреплений. Однако из-за спешки и нехватки взрывчатки разрушения оказались случайными. Полностью был уничтожен новейший форт Литереже в Дубинниках. В руины обращен 10-й форт, а тогда как 5-й остался практически невредимым. В последние 2 дня был уничтожен город Брест-Литовск. Брошенные в спешке горожанами дома ополченцы и казаки планомерно разрушали. В окна бросали факелы и гранаты, взрывали каменные здания.
Вечером 13 августа город был охвачен огнем и напоминал огромный пожар. Вот как об этом вспоминал начальник инженерного управления крепости Иван Александрович Лидерс. Мы были свидетелями незабываемой, душу потрясающей картины феерического пожара. Горели не только весь город целиком, но и окрестные деревни на всем доступном глазу пространстве. Причем даже отдельно стоящие кресты на кладбище были охвачены пламенем и горели в виде факелов. Грохот производимых взрывов фортов и стрельба неприятельской артиллерии со светящимися снарядами и ракетами по железнодорожному узлу дополняли феерию. Поздним вечером комендант крепости, генерал артиллерии Владимир Александрович Лайменк оставил твердыню над Бугом, забрав с собой крепостной флаг, штандарт и почетные ключи. Уже в ночь с 12 на 13 августа 1915 года в крепость вошли австрийские войска. В следующей серии я расскажу, как выглядела крепость в польский межвоенный период, какой ежегодный праздник проводился на Саперной пристани, сколько длилась первая оборона Брестской крепости от немецких захватчиков.